Всем привет! С вами Андрей, у нас NetHack на повестке. Сегодня я расскажу про прыжки, про вообще какие они бывают и, собственно, какой радиус у них. Собственно, перед своими глазами вы можете видеть картинку про того, какие они, собственно, вообще бывают. Бывают, собственно, рыцарские прыжки. Это персонаж рыцарь, если вы за него играете. У него изначально есть прыжок, он по форме буквы Г, как конь у нас обычно прыгает, так вот и у него. Также есть ботинки для прыжков. Я вот сейчас в данный момент их использую активно, и мне, честно говоря, очень сильно спасло жизнь. Потому что я своим тоненьким персонажем смог упрыгать от, откровенно говоря, большой орды, как они называются, солдат-муравьев. Soldier Ant они называются. Также есть прыжковые заклинания. Я им, честно говоря, не пользовался. Как вы видите, перед собой радиус с каждым разом увеличивается. Чем более опытный вы в данной школе, тем более опытный вы сможете кастовать на себе. Эта школа, собственно, Escape, так называемое спасение. Вот. Именно это я и хотел показать на себе. Возвращаемся к нашему персонажу. Наш персонаж 13 уровень, человек-турист, мужской пол. Вероисповедание у нас нейтрал. Также мы находимся в данный момент на 17 этаже и прошли 50 тысяч ходов, грубо говоря. У нас эффект новой луны и ночное время, но это из-за того, что я в данный момент в ночное время играю. У нас армор класс минус 11. Монет с собой пока нету. Автоэкипировка идет золото. У нас в данный момент мы перегружены слегка. Бурдет. Также мы экипированы, у нас получается короткий меч, и мы скиллованы, собственно, в этом мече. Команда Enchant. Enhance. Вот, командой. Я ее называю Enchant в общем и целом. Как эта команда пишется, вот тут вот прописано. Сейчас я вам покажу. Она прописывает все команды, прописывается через решетку. Вот она через буквы G английская. Команда Enhance. Я называю Enchant, чтобы мне было проще ориентироваться. Факт в том, что это команда. Вот. Также прыгать можно через команду, через решетку, через команду Jump. То есть, если у вас есть такая возможность, вот нажимаете команду Jump, и нам говорят, что вы не можете прыгать. Я не могу прыгать. Во-первых, кстати говоря, по поводу прыжков. Вы не можете прыгать, когда вы перегружены, собственно, и там дальше. То есть вы должны быть не перегружены. Вы должны быть не перегружены для того, чтобы прыгать вообще в целом. Если вы перегружены, либо ваш персонаж скажет, что вы не можете, как вы мне, например, сейчас сказали. Но в данный момент я не могу прыгать, у меня персонаж, во-первых, турист, во-вторых, у меня эльфийские ботинки, то есть мы, по сути говоря, прыгать не умеем. Также от заклинания зависит, но у меня нет заклинания. Что у нас по инвентарю, собственно? Возможно, кто-то не знает. Амулет отражения, так называемый, мы получили в табакане его. Также дротики и, собственно, даггеры, они оба металлические, если будете взаимодействовать с водой, лучше их убирать. Деревянный эльфийский меч, короткий, деревянный даггер рунический, оба из дерева сделаны. Также у нас получается легкий шлем эльфийский, он из кожи сделан. Получается плащ, прожженный магической защитой. Гавайская рубашка, это с этого начинает. Собственно, эльфийские ботинки, они дают скрытность. Если вы их одеваете, то есть вы можете подкрадываться к спящим врагам. В разных ситуациях очень эффективно.
Особенно если вы невидимый, можете подкрадываться с большим уроном после бабах. Тут, собственно, бинты мумии, которые помогают, если вы невидимые на постоянке, вы можете одеть их, и тогда у вас невидимость упадет, вы сможете зайти в овцу. Легкие перчатки очень важная вещь. Почему? Потому что я вчера вот буквально встретился с Шикатрисом. Шикатрис и Кокатрис — это два существа, не считая медузы, которые вас могут при атаках на вас кинуть окаменение. Если у вас нету именно перчаток любого типа, неважно какой именно перчатки, так называемый light grover, там либо силовые перчатки, либо на ловкость, либо вообще обременение, то есть это проклятые перчатки. А, собственно, какие вообще бывают перчатки, каких типов? Сейчас я вам это открою, продемонстрирую. У меня есть какой-то. Вот, собственно, русская версия перчатки, которые вообще бывают. Ну, собственно, рукавицы ловкости, рукавицы так называемые проклятые возни, они называются. Рукавицы силы и кожаные перчатки. В данный момент у нас кожаные перчатки экипированы. Вот. Поэтому по рукавицам я рассказал. Просто я вчера повезло, что окаменение не поймал, когда играл на другом персонаже. Эльфийский щит, он сделан из дерева, но он мешает кастовать из-за того, что он очень большой. И поэтому, если вы будете кастовать магию, вам нужно снимать. Митриловый доспех также мешает кастовать магию. Для этого вам нужно либо кристальный доспех, чтобы кастовать магию, он достаточно тяжелый, либо драконий доспех, либо вообще какой-нибудь кожаный доспех. Например, шипованный кожаный, либо, собственно, обычный кожаный доспех. Ну, легкий шлем нам не актуален, нам нужно какое-то количество еды. Тут единственное, на чем стоит остановиться, это на лизарде, который мне помог, если бы я бы окаменение поймал. Но я его не поймаю, потому что у меня есть перчатки. Перчатки очень важны, если вы не хотите погибнуть от какого-нибудь Шикатриса или Кокатриса, собственно. Это цыпленок и так называемая курица, если не ошибаюсь, переводится. Или нет. Ну, в общем и целом, это два существа, они по-английски прописаны. Если у вас английская версия, вы сможете в этом разобраться. И лизард вам поможет при окаменении. Собственно, свиток телепортации помогает сваливать от... Если вас зажали. С палочкой телепортации тот же принцип. Также вы можете с помощью палочки телепортировать других мобов от себя. Ударная, палочка света, палочка сна. Крайне эффективная вещь. Даже если у персонажа есть сопротивление к магии, сон все равно не пробивает. Это другой резист. Поэтому сон и магия — это две разные вещи. Палочка копания помогает, во-первых, выкопаться, то есть с любого уровня. Я, правда, еще особо это не делал, но факт в том, что помогает спастись. Либо выигрывать полупостоянный алберет, и вас только будут атаковать в ближнем бою. Мобы не смогут. Исключение, если только мобы игнорируют алберет. Это какие-нибудь, например, стражники, либо, не знаю, какие-нибудь, например, минотавры. Я недавно узнал, что они игнорируют алберет. Меня просто забили на этом, когда я попал в ловушку. И у меня ничего под рукой не было. Свиток света в основном используется против гремлинов, либо освещать себе дорогу в подземелье. Магическая стрела я использую в основном в Собакане, но либо в остальных. Он проходит мимо камней, не разрушая их, что очень полезно. Кольцо регенерации помогает вам очень быстро восстанавливать здоровье, причем очень быстро. Но это не в бою происходит, то есть вы должны вне боя регенерироваться. Кольцо дамаги, просто больше ваш урон. Очень эффективно при двуручном оружии. У нас также есть сумка с 26 вещами, но она не магическая, по ней особо ничего сказать. Это обычная сумка.
Looking Glass зеркальце, Blindfold, собственно, повязка на глаза, Lost Peak отмычка, помогает открывать, закрывать двери, сундуки и так далее. Но обязательно перед тем, как открывать, закрывать, проверьте на ловушки, потому что очень много может респауниться ловушек, и у нас просто может ловушка, не знаю, весь инвентарь, если она огненная, сжечь, например, либо какая-нибудь другая взорвать и так далее. То есть смотря какая ловушка висит на, собственно, либо двери, либо на сундуке. Рог недорога крайне эффективная вещь, помогает снимать негативные статусы. В общем и целом полезная вещь, рекомендую. Особенно в благословленном виде. Проклятый не рекомендую использовать. Магический свисток для питомца в основном нужен. Стеноскоп нужен для того, чтобы узнать свои статусы, такие как начальник, как и статусы врагов. А тачстоун, собственно, нужен для, так называемый пробный камень, нужен для того, чтобы определять драгоценные камни от стекла, отличать. Также у нас присутствует сумка. Сейчас мы ее в целом быстренько пробежимся, чтобы не особо сильно долго задерживаться. У нас 3000 монет. Количество монет чем больше, тем лучше. Почему? Потому что мы сможем тогда продать, точнее купить защиту дополнительную у священника. По коэффициенту ваш уровень, умноженный на 600. Вначале идет на 400, потом на 600. Но лучше, чем больше, тем лучше. Также некоторое количество еды представлено. Тут нам единственное стоит остановиться только на волчанке, так называемого Ростока Калита. Он помогает при ликантропии, если вы заразились при встрече с Вершакалом, Вервольфом и Верратом. Переводя на русский язык, это Вер крыса, Вер так называемый шакал и Вер так называемый волк, так называемые оборотни. Особенно опасна их животная форма. Человеческая она не особо, но она всегда может превратиться, поэтому не стоит ее недооценивать. Собственно, свиток, неизвестно, что он из себя представляет, 5 уровня, 6 уровня, их надо идентифицировать. Будет, кстати говоря, у нас есть свиток идентификации, стоит их проидентифицировать. Скар монстр крайне эффективно против тех монстров, которые уважают. Против, например, квестового врага, он, конечно, скорее всего, если он его не уважает, он его не будет игнорировать. Но факт в том, что Скар монстр, по крайней мере, мне помогло. Скар монстр, вот этот свиток устрашения монстра, и Элберет полупостоянный, и просто стоите на выходе, где на уровне, где моб, он обычно на 5, но ваш босс. Его желательно разбудить каким-нибудь дудкой, не дудкой, чем-нибудь похожим. У нас, кстати, есть камень какой-то. Кстати говоря, их как вариант можно продать. Также присутствует кирка, камень, собственно, и рог недорогу. Рог недорогу стоит убрать, чтобы он нам не мешался. Potion Monster Detection, ну, он как бы, он падает, если не ошибаюсь. Нет, он не падает. Он рандомно падает, получается, объект Detection падает с ним, а Monster Detection с ним не падает. Собственно, Potion дополнительного исцеления, Extra Healing, это крайне эффективная вещь. В благословенной версии можно повысить себе здоровье. Количество единиц, я, честно говоря, не помню, около 5, если не ошибаюсь. Я дополнительно, возможно, подготовлюсь и вам точно про эти поушен расскажу. Но факт в том, что крайне эффективная вещь, рекомендую пить. Либо в бою, либо вне боя. Когда у вас full хп, то есть максимальное здоровье. Святая вода, собственно, ну и не обычная водичка. Ну все, как вариант можно пробежаться, монеты продать. У нас есть 2 камушка. Кстати, также у нас присутствует рог единорога, стоит его убрать. Для этого нажимаем команду Apple, выбираем сумку, выбираем команду так из представленного и убираем ненужное, то, что у нас присутствует. Мы видим то, что мы находимся рядом с алтарем, это благочестивый алтарь.
Наше вероисповедание нейтрал, поэтому нам не актуален текущий алтарь. Как вариант, если у вас есть возможность перекрасить алтарь, лучше его перекрашивать. Исключение, если алтарь это храмовый алтарь, его лучше не перекрашивать, потому что вы просто уничтожите, ну, как сказать, у нас есть spellbook Invisibility, собственно, инвиза. Что касаемо спеллбуков, у нас есть также список, если мы нажмем на палочку в левую сторону направленную на клавиатуре, мы увидим, какие у нас, собственно, вообще спеллбуки присутствуют. А мы, учитывая то, что мы не волшебник, но я, честно говоря, по волшебнику тоже не могу особо ничего сказать, потому что я сколько раз с ним взаимодействую, увидел того момента, что он смог прописать. Но, по крайней мере, в Википедии написано, что волшебник может опознать, то есть прописать свитки, которые он не знает. Ну, в основном вам нужно опознать спеллбуки, то есть книги магии, опознать их вам нужно, и у вас получится тогда их написать с помощью магического маркера. Точнее, он называется, ну да, магический маркер, так называемый волшебник. Волшебный фломастер, если быть точно его перевод. По нему я буду делать, возможно, отдельную часть, чтобы там, чем удобно, там есть... У меня есть таблица, которая расписывает количество чернил для каждой, собственно, ну, для каждого свитка, для каждой книжки. Если вкратце, ну, по свиткам пробегаться нет смысла, там индивидуально все. А вот по книжкам там все зависит от уровня, начиная с 10, если не ошибаюсь. Сейчас я вам эту таблицу покажу мельком, чтобы вам... А в основном я потом на ней отдельно остановлюсь, чтобы ваше время и свое тоже не особо задержу. Сейчас я вам ее быстро покажу. Вот она. Вот количество чернил, необходимое для написания книг и свитков. Собственно, о чем я и говорил. Все зависит от уровня. Заклинание 10. Ну, собственно, начальные. И поехали выше от уровня. То есть второй уровень 20, 30 и так далее. А по свиткам останавливаться нет смысла, потому что, ну, тут нет фиксированного значения. Поэтому, как говорится, самые нужные, ну, одним словом, самые дорогие, они всегда стоят дороже. Самые полезные, они всегда там стоят достаточно дорого. Если мы найдем где-нибудь магический маркер, я вам покажу, как что из этого происходит. Потому что я, скорее всего, буду с этой таблицей взаимодействовать. Поэтому я вам ее также покажу. Наша задача забрать спеллбук, который у нас там лежит, и бежать вниз. Почему вниз? Потому что если у нас два драгоценных камня присутствуют, значит, нам нужно найти универсальных магазинов. У нас универсальный магазин на 6 уровне присутствует. Генерал Сторм называется. Неизвестно, продал ли... Также он с Генерал Сторм на 13 уровне присутствует. Собственно, я предлагаю пробежаться на 13 уровень. Мы забираем спеллбук, который у нас присутствует в сумке. Точнее, в ящичке разблокированном нашем. Он может очень много весить, но нам, в принципе, не критично. У нас есть сумка, что очень полезно. Мы, в принципе, здесь еще не все исследовали, не весь этаж, но нам не нужно весь этаж исследовать, мы просто бежим вниз. Учитывая... Если я не ошибаюсь, в меня только что бросили камень. Камни могут бросать только гиганты. То есть мы перед собой видим огромного огненного гиганта. Они имеют свойство бросать камни. Чтобы победить гиганта, нужно откровенно позаморачиваться, и сопротивление к огню, если у вас есть, обязательно его экипируйте. Также стоит выкладывать все то, что может сгореть,
все поушены, все не поушены, все, что может сгореть, лучше выложить, потому что огненные гиганты, опять же, если у вас нет иммунитета к огню, также его нежелательно бить деревом. А у нас все деревянное. Вот в чем вся проблема. Его нежелательно бить деревом, а у нас все деревянное. Да. Так, значит, надо экипировать железный кинжал. Экипировать железный кинжал. Вот. И призовем на себя питомца через магический свисток. Питомец подтянулся к нам. Пропустим питомца. Питомец его не атакует. Смотрим, собственно, что это за гигант. С помощью стеноскопа мы на него наводимся. И смотрим. Это 11 уровень, 54 хп и армор класс. Он благочестивый, то есть он нас в любом случае будет атаковать. Снимаем повязку с глаз, потому что она нам не нужна. Мы бьем его именно физой, точнее металл. Ну да, получается металлом. Почему? Потому что не металл, он сгорит, если его бить не металлом. Фортун Куки, собственно, счастливая печенька и, собственно, сам трупик гиганта мы сейчас съедим. Что касаемо остального, в принципе, тоже можно поднять. Единственное, далековато нести. Кушаем фаер гиганта, так называемого огненного. Есть вероятность того, что гиганты с некоторой небольшой вероятностью вам выдадут силу, какое-то значение. Поднимаем наши свитки телепортации и продолжаем двигаться дальше. Наша задача вообще, если есть возможность, конечно, лучше захватить эти предметы. Вот эти еще один спелбук нашли, но он крайне тяжелый. Как вариант, можно попробовать его прочитать. По мне кто-то стреляет. Смотрим, кто это. Одеваем повязку на глаза. Это лесной кентавр, судя по всему. Судя по цвету. Форест, да. Лесной кентавр, он, скорее всего, смотрим, что здесь. Он, собственно, меня пытаются в сон отправить. Но у него это не по... Ага, я понял. То есть нашу собаку он усыпил. Этот лесной кентавр. Проблема в том, что мы его, по сути, разбудить никак не сможем. По крайней мере, я не знаю, как разбудить свое животное. Попробуем тогда прочитать пока книжку. Нам не дают прочитать книжку. Честно говоря, я не пойму, что происходит. По нам кто-то стреляет, но я не пойму, кто это. Я просто его не вижу, вот в чем проблема. Лесной кентавр, он далеко. Тут несколько вариантов, и мы сейчас, наверное, попробуем воспользоваться, посмотреть. Да, это, судя по всему, лесной кентавр по нам стреляет. Но проблема в том, что мы не сдвинем наше животное для того, чтобы мы могли убить кентавра. Видите, он написано can't move. Собственно, это не может двигаться.
Его можно как объяснить? Его можно сдвинуть, если вы на него зелье, либо не зелье, ну, то есть заклинание исцеления кинете. То есть он восстановит статусы, но проблема в том, что нам не нужно, чтобы он по нам атаковал, поэтому мы просто уходим с текущего радиуса. Я надеюсь, он мое животное не убьет. У нас очень много предметов, нам вообще не стоит, наверное, здесь находиться. Попробуем прочитать. Это создание фамильяра. Это очень высокоуровневое заклинание, насколько мне известно. Да, это 6-й уровень, то есть книжка текущая нам прям капец как не нужна. Кстати, наш питомец проснулся. Единственная проблема в том, что он его раздамажил немножко. Надеваем повязку на глаза, блинфолд, и видим то, что получается, если я правильно понял, у него палочка сна у лесного кентавра. Мы сейчас его будем шлепать из-за этого. Видите, он начинает нас атаковать. Но лесной кентавр нас не убьет, как бы он не пытался это сделать. И исключение есть только он оденется во что-нибудь. То есть какую-то броню. Кстати говоря, кентавры хорошие напарники в плане ездовых питомцев. Потому что они... Наша большая собака съела кентавра. Пускай ест, мы уже и так сыты, нам он не нужен. Мы, кстати, могли кентавра отнести, но он очень тяжелый, поэтому не факт, что мы бы его просто донесли. И я почему люблю рядом с торговцем фармиться, особенно с универсальным, потому что... Не понял, а куда моя сумка делась? Собака! Эта несчастная собака скоммуниздила мою сумку. Да, судя по всему, эта несчастная псина скоммуниздила мою сумку. Вы представляете, вот за что я не люблю собак и всех домашних животных в целом, потому что они крысят ваши вещи. То есть вы помните, да, что я положил сумку вот сюда вот. Где она сейчас? Хрен его знает. А почему? Потому что псина просто пришла, подняла эту и куда-то перенесла. И теперь вы хрен ее найдете, блин. Потому что это несчастное животное думает, что оно самое умное. Как же мне вот это вот не нравится, а? И мне также бесит то, что эти домашние животные, они имеют свойство... Да брось ты мою сумку, псина глупая! Брось мою сумку, псина! Вы поняли, что произошло? Моя вот собака забрала мою сумку. Вот она ее сейчас бросила, я ее подобрал. Глупая псина. Нас бьет титан, но это не самый сильный монстр, но все же, когда я с ним в прошлый раз сталкивался, меня он забил насмерть. Надеваем эльфийский меч и начинаем забивать титанов. Призываем наше животное сюда с помощью магического свистка. Я сказал, призываем животное. Молодец. Мы видим труп титана, его можно съесть. Поднимаем сумку и возвращаемся в нижний ярус. Мы не можем. Из-за того, что мы сильно перегружены, мы не сможем перенести. Нам, чтобы перенести, кстати говоря, мы пока присутствуем здесь, можно закрят монстра сделать и перекрасить алтарь. С
спеллбук создания фамильяра очень дорогая книга, и она, во-первых, высокоуровневая, ее стоит перенести. И просто смыть, и потом, чтобы можно было прописать другую книгу. У нас 2 палочки сна, но он, скорее всего, использовал ее практически на максимум. Поэтому я не думаю, что нам ее стоит использовать. Но мы все-таки попробуем. У нас есть заклинание Криад Монстр. Собственно, мы его прожали, и у нас зареспаунился Раббит-Рат. Раббит-Рат это, собственно, радиоактивная. В общем и целом, она бьет ядом. Если у вас нет сопротивления к яду, особенно в начале, она вас просто может забить до смерти. Трупик она не оставила, что очень плохо. Поэтому нам в этом вопросе не повезло. Нам нужно облегчить вес. В идеале, конечно... у нас тут сундук-то есть, да? Я правильно понимаю? Да, поднимаем разблокированный сундук, перетаскиваем сундук к алтарю. Почему к алтарю? Чтобы хранить здесь все предметы, по крайней мере, большую их часть. Убираем то, что нам не нужно, и то, чтобы мобы, которые рядом с нами присутствуют, просто элементарно эти предметы на себя не одевали, либо не использовали их против нас. Почему? Потому что нам это и не нужно элементарно, потому что если мобы начнут использовать предметы против нас, то мы просто охренеем в атаке. Нам это и не нужно, потому что мы будем очень сильно тогда проседать по хп из-за того, что мобы, которые... то есть один, например, моб дропнул, не знаю, тот же лук, так называемый бов, точнее он бо называется, потому что вы не читаете. Вот, дропнул лук, а другой моб его взял, подобрал и начал стрелять, особенно если у него есть стрелы. Что очень печально, честно говоря, поэтому не всегда хочется, чтобы по тебе лишний урон проходил. Мы перегружены очень сильно. Нам бы в идеале облегчить вес, что-нибудь выложив на текущей локации. Посмотреть, что мы можем выложить. Почему? Потому что под стрессом, то есть под тем статусом, который у нас в данный момент присутствует, мы не сможем двигаться, причем от слова совсем. У нас также есть еще один спеллбук, как вариант стоит его тоже прочитать. Но единственное, нужно облегчить вес свой, чтобы наш персонаж на случай, если начнет телепортироваться или что-то похожее, не сильно далеко улетал. Мы нашли заклинание левитации, это заклинание эскейпа 4 тира. В большинстве случаев 4 тир нам будет недоступен, особенно если у нас нет такой школы. У нас такая школа присутствует, но в принципе как вариант левитацию можно оставить. Спеллбук левитации. Единственное, он очень тяжелый, и из-за этого его стоит лучше положить в сумку. Точнее, в рюкзак. Что касаемо сумки, посмотрим, какие у нас еще спеллбуки. Невидимость. Это получается escape. Это оба заклинания 4 уровня. 4 уровень, по сути говоря, достаточно тяжелое заклинание. Оно очень много магии требует. По крайней мере, я, сколько играю, я в них, честно говоря, эффективности не нашел. Хотелось бы, честно говоря, спеллбуки продать. Почему? Хотя их можно смыть и прописать нужные заклинания. Мы, кстати говоря, облегчили вес. Левитацию мы оставим и бежим. Блин, не убежал. Если я не ошибаюсь, это этот. Да, фреш-голем, это так называемый мясной голем. С него можно получить резисты, съев его труп. Он единственный, один из големов, который оставляет свой труп. Именно трупа, а не какие-нибудь предметы. Мы его съели, но нам никаких резистов не выпало.
призываем с помощью магического свистка наше животное. А примитивная эра, ну, тут просто нужно пробежать эту примитивную эру. И, собственно, Йети, он чем опасен? Он, по сути, от текущей локации никто не оставляет труп, собственно, поэтому они настолько бесполезны в текущей локации, то есть вы максимум в текущей локации можете пофармить опыт. Труп тут не остается, поэтому любые животные, особенно тролли, будут просто очень смешно падать здесь. Собственно, а еще один фаер-гигант. Но, как я говорил ранее, они трупы здесь не оставляют, поэтому нам их в идеале вообще вытащить отсюда как можно быстрее. В идеале их можно вытащить, но это... мы этим заморачиваться не будем. Хотя, хотелось бы, честно говоря, во-первых, это защита от огня. То есть эти мобы дают защиту от огня, потому что они бьют сами огнем, соответственно, у них иммунитет. Что логично. Смотрим, где у нас присутствует Генерал Стоун, так называемый универсальный магазин. Он присутствует на 13 уровне. Мы бежим на 13 уровень и продаем эти два спеллбука. Чтобы вы понимали, это Грей Ос, Грей, ну, собственно, так называемая слизь. В общем и целом, эта слизь, она чем опасна? Она ломает, как сказать, не ломает, портит ваше металлическое снаряжение. То есть это вообще пудинг. Самый опасный, как по мне, пудинг, по крайней мере для нас в данный момент, будет это этот. Их целых два. Так называемый черный пудинг. Black. И, собственно, коричневый пудинг, они для меня, по крайней мере, самое опасное. Главное, а почему? Потому что они едят, собственно, ну, как сказать, не едят, они портят вам ваше снаряжение, которое из дерева, там, кожа, ткань и так далее. А вот это вот Грей, так называемый пудинг, серый пудинг, он вам будет портить металлическое все снаряжение, которое у вас есть и экипировано, либо которым бьете. Поэтому текущего пудинга я рекомендую бить именно деревом. Ну, либо на дистанции. Пудинги можно, кстати, питомца притащить. Можно не так часто оставляют трупы, но пудинги, вот который как он называется, коричневый, да, его можно кушать, и он оставляет трупы, но он имеет свойство размножаться, если вы его не добиваете. Поэтому с ним такие, знаете, дела не особо веселые, хочется с ним делать. Смотрим, что у нас здесь. У нас здесь еще один спеллбук. Это Fear. Fear, смотрим, какой у нас уровень. Fear — это у нас эншант 3 уровень, то есть зачарование. Fear — это, собственно, страх. Ну, этот Fear неплох, но я, честно говоря, не нашел ему применения. Я сколько раз с ним сталкивался, с этим Фиром. Я не нашел ему применения. Что касаемо левитации, по левитации лучше всего выпить поушен, либо одеваем повязку на глаза, блинфолд, пробегаем дистанцию. Ну, кстати говоря, как Атрис, который, если у вас не будет перчаток любого типа, перчатки вот в данном случае у нас Light Grover. Сейчас я покажу. Гловес. У нас просто самые банальные перчатки. А проблема в том, что мы невидимые еще до кучи. И мы мало того, что невидимые, так мы еще и видим невидимость. Поэтому я особо не заморачиваюсь с этим вопросом. Вытаскиваем спеллбуки. 2 штуки, которые у него присутствуют здесь. Также сходим за Фиром. Фамильяра там вообще высокоуровневый. Клерик 6 уровень. То есть это там мы вряд ли такое будем кастовать на себя. Я, честно, ни разу не кастовал, поэтому я не могу ничего сказать по поводу того,
насколько он эффективен. Ну, монеты лишними не бывают, поэтому... Единственная проблема в том, что все монеты, которые у вас присутствуют, они очень много весят. То есть они тоже имеют вес. 2 камня за 500. Красота. Убираем монеты, собственно. Сейчас шлепнем Кекатриса, чтобы не отвлекал нас. А я его не вижу. Ты его убил? Блин, проблема в том, знаете, что если мы сейчас наш питомец, который рядом с нами присутствует, в данный момент это у нас большая собака. Если он сейчас съест, получается, Кекатриса, собственно, его трупик, то он просто окаменеет. И мы не... Ну, нет, мы сделать что-то сможем. Мы сможем снять с него чары через заклинание снятия обращения плоти в камень. Это 3-й уровень, если не ошибаюсь, клерика. Так называемого жреца. Но факт в том, что мы достаточно посредственно. Во-первых, у нас нет этого заклинания. Поэтому не факт, что когда мы его еще найдем. Переодеваем, собственно, мумию обратно в магический плащ, потому что магический плащ, он будет более эффективен, и плюс нас мобы не будут видеть. Почему не будут видеть? Потому что бинты мумии, они дают вам, вас будут мобы видеть. А с бинтами... А если мы снимем бинты, они вас не увидят. Кекатриса бить нельзя, и его наша собака бить не будет. Только мы будем его бить, но главное, чтобы наша собака не съела его труп, если он его оставит. А он его оставил. Нам нужно его подобрать в любом случае, потому что наша собака его будет есть. Ну, она любит все трупы есть. Поэтому нам не нужно рисковать. Это была палочка магической стрелы, судя по всему. У нас уже 2 палочки магической стрелы, 2 сна. Как вариант, стоит магическую стрелу убрать в дублирующую, так называемую Magic Mission, убрать в нашу сумочку. Но правда она у нас обычная, то есть не что такого. Не бакхолдинг, который хотелось бы иметь в наличии, но все же. Как вариант, стоит убрать также дротики, которые мы не используем. Стоит сбегать за спеллбуком и продать его тоже. Он присутствует на следующем уровне в сумке. Почему спеллбуки рекомендую продавать, ну, особенно которые вы не пользуетесь? Потому что, они просто, по сути говоря, для вас будут бесполезны. Например, Фир как бы неплох по своей сути. Вы можете отпугивать монстров. Если какого-то монстра невидимого увидим. А сейчас повязку на глаза оденем, посмотрим, что он из себя представляет. А мы его и не видим. Мы также видим Ксана. Ксан очень тяжелый монстр. Он вам сбивает ловкость навременно. Это, собственно, мартышка, но она, по сути, не должна нас атаковать, но она может нас атаковать. И, собственно, невидимый монстр. Посмотрим, будет ли он нас атаковать. Я понял, что это было. Это была сфера невидимая, она взорвалась. К нам идет Нага красная. При съедании трупа красной Наги вы можете защиту от, собственно, огня получить. Нас они, видимо, не видят. Как я говорил ранее, видите, он мне сбил ловкость.
ловкость вернется в любом случае. Как-то странно меня она бьет огнем, хотя я стою на другой дистанции. Очень странно. Убираем Нагу. Как и говорил ранее, труп Наги может вам дать сопротивление к огню, поэтому его есть стоит. Но наши статы восстановились, из-за этого нас отвлекли. Так же, как вариант дать собаке поесть, чтобы она тоже получила сопротивление к огню. Собственно, гекко и так называемая или ящерка лизард. Ну, отдадим нашему животному, пускай ест. Мы, кстати говоря, видим нимфу. С нимфой мы, наверное, в следующей серии будем разбираться. Ладно, всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.